Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Человечество всегда тяготело к тайнам. Нам нравится щекотать себе нервы историями о местах, где законы физики якобы дают сбой, где бесследно исчезают корабли и самолеты, а компасы сходят с ума. Самый известный пример такого фольклора – Бермудский треугольник в Атлантическом океане. Однако мало кто знает, что если мы поднимемся над поверхностью планеты, преодолеем плотные слои атмосферы и окажемся на низкой околоземной орбите, то мы действительно найдем Бермудский треугольник. Только не в океане, а в космосе. И в отличие от своего земного тезки, эта зона абсолютно реальна. У нее есть четкие координаты, измеримые физические параметры и задокументированная история разрушений. Космические агентства всего мира наносят ее на свои карты как зону повышенного риска. Астронавты, пролетая сквозь нее, видят странные вспышки даже с закрытыми глазами, а спутники, стоящие сотни миллионов долларов, превращаются в бесполезный космический мусор за считанные минуты. Это место называют бразильской магнитной аномалией, или, на научном языке, южноатлантической аномалией. Это гигантская пробоина в защитном щите нашей планеты. Здесь, над Южной Америкой и Атлантикой, невидимая броня Земли истончается, позволяя смертоносному дыханию космоса коснуться границ нашей атмосферы. Сегодня мы отправимся в путешествие в сердце этой аномалии. Мы разберемся, почему она возникла, как она убивает космические аппараты, что чувствуют люди, оказываясь внутри нее. И, самое главное, не является ли эта растущая дыра в магнитном поле предвестником глобальной планетарной катастрофы? Чтобы понять природу аномалии, нам нужно сначала осознать, что именно она нарушает. Жизнь на Земле существует благодаря тонкому балансу множества факторов, и одним из важнейших является геомагнитное поле. Представьте Землю как гигантский космический корабль, летящий сквозь враждебную среду. Космос – это не пустота, это пространство, пронизанное радиацией. Главный источник этой угрозы – наше собственное Солнце. Оно постоянно испускает солнечный ветер, поток ионизированных частиц, в основном протонов и электронов, летящих с огромной скоростью. Время от времени на Солнце происходят корональные выбросы массы, швыряющие в нас миллиарды тонн заряженной плазмы. Кроме того, из глубин Вселенной к нам прилетают галактические космические лучи. Частицы, разогнанные взрывами сверхновых и активными ядрами далеких галактик до околосветовых скоростей. Если бы эта радиация беспрепятственно достигала поверхности Земли, она бы стерилизовала планету. Высокоэнергетические частицы разрушают ДНК, ионизируют атомы в клетках живых организмов, вызывают мутации и лучевую болезнь. Более того, солнечный ветер способен буквально сдуть атмосферу планеты, как это, вероятно, произошло с Марсом миллиарды лет назад. Но у Земли есть щит – магнитосфера. В школьных учебниках магнитное поле Земли часто изображают как простой диполь. Представьте себе гигантский брусковый магнит, проходящий сквозь центр планеты, с линиями поля, выходящими из одного полюса и входящими в другой. Эти линии образуют кокон, который отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, заставляя их обтекать Землю, подобно тому, как вода в реке обтекает камень. Магнитное поле не просто отталкивает частицы, некоторые из них оно захватывает. Эти захваченные частицы образуют вокруг Земли две гигантские области в форме тороидов, пончиков, известные как радиационные пояса Ван Аллена. Открытые в начале космической эры эти пояса стали головной болью для инженеров и предметом спекуляций для конспирологов. Пояса Ван Аллена – это резервуары высокоэнергетической плазмы. Именно пояса Ван Аллена часто становятся аргументом в спорах летальщиков и нелетальщиков о высадке на Луну. Скептики утверждают, Аполлоны не могли пролететь сквозь эти зоны смерти и остаться в живых. Однако физика говорит об обратном. При правильном выборе траектории и высокой скорости пролет сквозь пояса занимает считанные часы, и суммарная доза радиации оказывается приемлемой. Астронавты Аполлонов пролетали их быстро и по касательной. Но ситуация меняется, когда мы говорим не о полете к Луне, а о работе на низкой околоземной орбите – НОО. Из-за наклона магнитной оси Земли относительно оси вращения примерно на 11 градусов и смещение магнитного центра относительно географического центра планеты пояса Ван Аллена располагаются несимметрично.
Над Южной Атлантикой внутренний радиационный пояс ныряет вниз. Если в среднем он начинается на высоте 1000 километров, то в зоне бразильской аномалии нижняя граница пояса опускается до высоты всего в 200 километров. Это критическая высота. Именно здесь, в диапазоне от 300 до 500 километров, летает большинство спутников и, самое главное, Международная космическая станция – МКС. Для космических аппаратов вход в зону Южно-Атлантической аномалии подобен входу корабля в шторм. Здесь на них обрушивается шквал протонов высоких энергий. Что происходит с электроникой в этот момент? Космическая радиация – это, по сути, микроскопические пули. Когда высокоэнергетическая частица попадает в микрочип, она может выбить электроны из атомов полупроводника, создавая паразитный электрический заряд. Это явление называется SEU – Single Event Upset – одиночный сбой. Это может привести к изменению бита информации в памяти компьютера. 0 превращается в единицу. Для сложной программы это может стать фатальным. Команда «ждать» превращается в команду «вращать». Или важный файл данных оказывается поврежденным. Катастрофа разворачивалась по сценарию триллера. Когда спутник пролетал через Южно-Атлантическую аномалию, поток радиации, вероятно, повредил систему управления ориентацией – Star Tracker. Прибор, который определяет положение спутника по звездам. Потеряв ориентир, компьютер спутника решил, что аппарат начал вращаться, хотя тот был стабилен. Пытаясь компенсировать несуществующее вращение, спутник включил маховики-гироскопы. Ошибка наложилась на ошибку, и в дело вступили маневровые двигатели. В результате Хитоми раскрутил сам себя до безумной скорости. Центробежная сила оказалась настолько велика, что от спутника оторвало солнечные панели. Он превратился в кувыркающийся кусок металла, лишенный энергии. Миссия стоимостью в сотни миллионов долларов и годы труда ученых были уничтожены за несколько минут. И хотя официальные отчеты говорят о комплексе программных и человеческих ошибок, именно сбой в зоне аномалии стал тем спусковым крючком, который запустил цепочку фатальных событий. Но что чувствует человек, оказываясь внутри этого космического шторма? Ведь МКС регулярно пролетает сквозь аномалию. Траектория станции напоминает синусоиду на карте мира, и видки над Южной Америкой неизбежны. Астронавты описывают пугающий феномен – эффект видимых космических лучей. Даже когда они находятся в полной темноте в их спальных мешках с закрытыми глазами, они видят вспышки. Это похоже на взрывающиеся звезды перед глазами, рассказывали участники миссий «Аполлон» и экипажи МКС. Иногда это белая точка, иногда полоса, как след от трассирующей пули. Это не галлюцинации. Это физический процесс взаимодействия радиации с телом человека. Высокоэнергетическая частица пролетает сквозь обшивку станции, сквозь череп астронавта и попадает в сетчатку глаза. Там она вызывает черенковское излучение или прямое возбуждение нейронов. По сути, мозг регистрирует попадание частицы как вспышку света. Каждая такая вспышка это микроскопическая радиационная травма. Конечно, дозы, получаемые на МКС, тщательно мониторятся. Станция имеет мощную защиту, а в периоды особо сильных солнечных штормов или пролетов через центр аномалии астронавтам рекомендуют переходить в наиболее защищенные отсеки. И все же, сам факт того, что вы можете видеть радиацию с закрытыми глазами, напоминает нам о том, насколько враждебна среда, в которую мы вторгаемся. Учитывая загадочность и мощь бразильской аномалии, неудивительно, что она обросла слоем мифов. Один из самых стойких мифов родился в Германии. Журнал с красноречивым названием «Raum и Zeit» «Пространство и время» опубликовал статью, утверждавшую, что аномалия настолько мощная, что радиация добивает до высоты полета обычных пассажирских лайнеров. Якобы пассажиры рейса Франкфурт-Буэнос-Айрес, пролетая над Атлантикой, получают чудовищные дозы облучения в 1000 раз превышающие норму. Эта история вызвала панику даже среди пилотов Люфтханса. Однако наука быстро опровергла этот фейк. Атмосфера Земли – это все еще очень мощный щит. Даже если магнитное поле ослаблено, толща воздуха надежно поглощает подавляющее большинство частиц. Измерения с дозиметрами на борту самолетов показали, разницы в уровне радиации при полете над аномалией и над другими регионами практически нет. Угроза существует только в космосе, в вакууме. Другая популярная теория связывает аномалию с погодными катаклизмами.
Когда в 2024 году Бразилию накрыли разрушительные наводнения, интернет-конспирологи тут же нашли виновного. Эта магнитная аномалия смещается и тянет за собой климат. Но и здесь связь притянута за уши. Погода формируется в тропосфере, нижнем слое атмосферы, и определяется температурой океана, ветрами и давлением. Магнитное поле и потоки протонов на высоте 300 километров имеют ничтожное влияние на формирование дождевых облаков. Если мы отбросим мистику, остается главный вопрос – почему она вообще существует? Почему магнитное поле Земли решило ослабнуть именно здесь? Чтобы ответить на это, нам нужно спуститься с небес в самое пекло, к ядру нашей планеты. Мы не можем пробурить скважину к центру Земли, но сейсмология, изучающая прохождение звуковых волн от землетрясений, дает нам рентгеновский снимок недр. Магнитное поле Земли рождается в ее внешнем ядре. Там, на глубине 3000 километров, бушует океан расплавленного железа и никеля. Есть гипотеза, что это остатки древней планеты Тея, которая врезалась в Землю миллиарды лет назад, породив Луну. Ее обломки утонули в мантии Земли и осели на ядре, как осадок в бутылке вина. Именно этот африканский пузырь, African LLSVP, играет злую шутку с нашим магнитным полем. Он нарушает теплообмен ядра, меняет потоки расплавленного железа. Прямо под Южной Атлантикой на глубине 1000 километров формируется область обратного потока – магнитный вихрь, полярность которого противоположна глобальному полю. Этот локальный антимагнит работает против основного поля Земли, ослабляя его именно в этом регионе. Так рождается аномалия. Самый тревожный факт о бразильской аномалии – она растет. И она движется. Наблюдения последних десятилетий показывают, что пятно слабого поля расширяется на запад, а его центр смещается. Более того, аномалия начинает расщепляться на две отдельные зоны. Второй центр формируется ближе к Африке. В то же время общая напряженность магнитного поля Земли за последние 200 лет упала примерно на 9%. Многие ученые задаются вопросом, не является ли это началом инверсии магнитных полюсов. Инверсия – это событие, когда северные и южные магнитные полюса меняются местами. Это не мгновенный кувырок, а процесс, занимающий тысячи лет. В ходе инверсии магнитное поле планеты может ослабнуть критически, став хаотичным мозаичным одеялом из множества полюсов. Если бы это случилось сейчас, наша технологическая цивилизация оказалась бы под ударом. Спутники связи, GPS, энергосети – все это стало бы крайне уязвимым для солнечных вспышек. Без магнитного щита мощный солнечный шторм мог бы погрузить человечество в цифровое средневековье, выжегши трансформаторы и электронику. Является ли САА началом этого процесса? Возможно, но палеомагнитные данные успокаивают нас. Исследования древних гончарных изделий и вулканических пород показывают, что подобные аномалии возникали и исчезали в прошлом без полной смены полюсов. Земля уже переживала периоды слабого поля. Исследование 2020 года показало, что подобные явления происходили 11 миллионов лет назад. Это значит, что бразильская аномалия не обязательно предвестник конца света. Это скорее погодное явление в масштабах ядра Земли. Шторм в океане жидкого железа, который будет бушевать столетиями, но не обязательно перевернет корабль. Бразильская магнитная аномалия – это напоминание о хрупкости нашего существования. Мы привыкли считать Землю уютным домом, надежно укрытым от космических невзгод. Но стоит подняться всего на пару сотен километров над поверхностью, как мы оказываемся лицом к лицу с яростной дерейсинарией Вселенной.